самое время отправиться в поле и в лес за весенним, ароматным и очень полезным чаем. Вера собирает цветы мать-мачехи. Цветы мать-мачехи нужно собирать в первой половине дня. Сейчас в них максимальное количество пользы, они только распустились. И собираем мы их без ножек, только цветочные головки. Для вот такого вот объема, здесь литр, нам будет достаточно в районе 10 соцветий мать-мачехи. Собираем. Мы собираем только вот такие вот цветочные головки. И отправляем их в нашу тару для витаминного весеннего чая. На этом месте сразу несколько ингредиентов для нашего весеннего чая растет. Во-первых, вот такие вот молодые березовые листочки, которые только начинают распускаться. Можно собирать и почки, но я собираю вот такие вот листочки после завершения сокодвижения. Я собираю с веточек листочки, стараясь не навредить дереву, с каждой веточки прям буквально по одной штучке. Полгорсточки березовых почек для нашего чая. Как раз молодой березняк для этого подходит отлично. Березовые почки входят в состав многих чаев. Даже в ресторанах, заказывая чай, есть такой русский березовый чай, и туда входят вот такие вот березовые почки или листочки молодые. Очень полезные и очень вкусные. На солнечной лужайке растет такая травка, которая называется приворот трава. Она же манжетка. Мы будем использовать ее в чай. Вот такую молодую весеннюю манжетку мы собираем и отправляем в наш кувшинчик. Вот такой. В нашу колбочку отправляем молодую траву манжетки. Очень полезная, очень вкусная травка. Ой, улетела. Сейчас мы вернем ее на место. Все 3 листочка. Собираем ее для нашего весеннего витаминного чая. В 100 граммах манжетки содержится 70% суточной дозы витамина С. Поэтому она и станет основой для нашего чая. Вот кроме манжетки, на этой полянке, вот смотрите, манжетка, она такая пушистая, ее еще называют заячья травка, потому что она пушистая, как хвостик у зайчика. Кроме манжетки здесь растут земляничные кустики. Вот они, лист земляники. Весенний лист земляники – прекрасная добавка в весенний витаминный чай, потому что он абсолютно съедобен, вкусен и полезен. Поэтому земляничные листики, если вы их увидите на полянке, тоже обязательно собираем. Вот они, земляничные листики. Выбираем самые молодые и отправляем в баночку. Такие как? Да, вот такие. Вот смотри. Видишь, молодые листики, они пушистенькие такие. Ну, можно и так есть, да. Вот, видишь, такие тройные листочки. Собираем. На таких вот солнечных полянках, помимо всяких остальных трав, растет молодой лобазник вязолистный, который еще называется русской ванилью или таволгой. Помнишь, мы его собирали для создания нашего воздушного облачного десерта? Это таволга. И ее тоже можно добавлять в чай. Собираем таволгу. Какая длинная. Длинная. Давай, клади в баночку. Можно сказать. И еще один листочек будет достаточно. Мы возьмем 4 листочка таволги. Молодой. Клади. О, муравей по тебе побежал. А мне зачем? Ну, он просто шел своей дорогой, а тут ты. Следующая травка для нашего витаминного чая – обычная брусника. Весной вот в этих молодых побегах очень много пользы. В этих молодых листочках до цветения бруснику собирают в чай и в качестве сборов для животных. Их используют для собак бруснику и используют, соответственно, конечно, для вкусного витаминного чая для людей. Собираем брусничный листочек для нашего полезного весеннего чая. Вау, все-таки какие ножницы. Давай, собирай. Ножницами восхищаешься, сидишь. Можно и руками рвать, можно ножничками резать. Собираем брусничный лист. Продолжаем собирать наш чай. Вот здесь вот возле пеньков и на кочках уже всходит наконец-то молодая кислица. Ее будем собирать и тоже отправим ее в чай.
Еще в чай можно добавить вот такие вот сосновые почки. Сейчас, пока они распустились и не образовались молодые побеги, вы можете собрать смолистые почки для использования в косметике, в чаях и в приготовлении блюд. Очень важно соблюдать правила. Из розеточки мы берем только одну почку. Только одну. Вот такую вот. Я беру маленькую почку с одного края. У нас здесь на самом деле сломанная сосна, которая используется у нас для, в общем-то, хвои и почек. Но все равно из розеточки только одну почку. И вот таких вот почек на порцию чая можно взять 10-15 штук. Итак, наш весенний чайный сбор мы помыли, когда пришли домой. И заливаем его прямо в этой же колбе кипяточком. Я закрываю чай пробковой крышкой и оставляю его настаиваться. Такой чай у нас из весенних дикоросов получился, из березовых почек, манжетки, таволги, цветов мати-мачехи. Придержи, пожалуйста, ситечко мне. Ситечко держи, я буду его процеживать. Из березовых и сосновых почек. Вот такой чай получился. Смотри, какого он цвета красивого. Чем пахнет? Очень вкусно пахнет растениями. Пахнет растениями, да. Попробуй, пожалуйста. О, кстати, брусничный лист дает очень вкусный вкус. Давай, пробуем. Пробуем лесной чай. Такой вкус, как будто мать-мачеха отсоединила свой вкус от другого вкуса. Когда она росла, она вот держала в себе вкус. И когда из нее приготовили чай, я так поняла, она отпустила свой вкус в чай. Правильно, получился цветочный вкус. Вкус желтых цветов и леса, да? Здорово, это очень полезно. Очень вкусно. Можно, нужно. Красота. Красота. От себя хочу сказать, что вот такой вот чайный весенний сбор очень насыщенный вкус имеет цветов, ну, соответственно, от мати-мачехи, и брусничных листьев. Вы ни с чем его не спутаете, а сладость получается за счет таволги. Поэтому обязательно собирайте и готовьте дома полезные здоровые чаи.